В предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы будем собирать кухню. Также покажу еще некоторые мелкие работы, которые были до кухни, и дам свои рекомендации по выбору мебели на кухню, что нужно учесть. А теперь обо всем по порядку. Поехали! После покраски стен и укладки напольного покрытия уже можно устанавливать чистовое оборудование. По времени я был ограничен, и для установки розеток и выключателей я позвал своего электрика Олега, который работал недалеко. Для чистовой установки розеток и выключателей требуется опыт, потому что очень легко испачкать стены, особенно если они белые. Так как электрику мы делали вместе с Олегом, то никаких сюрпризов с неработающими кабелями здесь не было. Я в процессе ремонта контролировал, чтобы все осталось целое. Чтобы алюминиевый уровень не пачкал стену, с двух сторон его нужно обернуть малярной лентой. Еще распространенный косяк, когда отвертка соскакивает с розетки и втыкается в стену. Установка розеток и выключателей заняла примерно по времени 1,5 рабочего дня. Скорость установки зависит непосредственно от финишной отделки стен. Если это покраска, то нужно работать максимально аккуратно, чтобы не испортить стены. Если обои, то соответственно установка идет быстрее. У меня в квартире распаечных коробок нет, и соответственно коммуникация проводится в подрозетниках. Это делается для того, чтобы не делать распаечные коробки, так как к распаечным коробкам доступа нет. А в подрозетнике всегда можно получить доступ к соединению. Стоимость установки одной розетки и выключателя в среднем $2. Общая стоимость работ в моей квартире примерно $120. Пока Олег устанавливал розетки, я занимался другой работой. В этой квартире в каждом помещении я сделал свой бризер. Первый бризер будет стоять в мебельной конструкции на кухне. Для тех, кто не знает, что такое бризер, это мини-вентиляционная установка, которая забирает воздух с улицы, пропускает его через фильтры и задувает в квартиру. Если нет возможности установить полноценную вентиляционную систему, то бризеры – отличное альтернативное решение. Второй бризер в детской и третий в спальне. Все отверстия и крепеж были сделаны на черновом этапе. Мне только остается все подсоединить и собрать. Помимо бризеров, в квартире еще нужно было установить снятые радиаторы отопления. Радиаторы в обязательном порядке снимаются перед шпатлевкой и покраской. После установки поджал все соединения и запустил воду. Убедился, что ничего не течет. Еще довольно-таки большой кусок работы – это уборка после покраски. Нужно было снять аккуратно всю защитную пленку, помыть те места, куда все-таки краска попала, убрать картон, вынести мусор, и помыть пол. В общем, на эту всю работу мы практически с женой потратили, наверное, целый день. Обратите внимание, что дверь была заклеена где-то примерно год назад. Красная лента «Контрактор» от компании Blue Dolphin вообще не оставляет следов клея. С пола убрали весь укрывочный картон.
распаковал холодильник, решил посмотреть, насколько громко он работает. Кстати, холодильник по звуку оказался довольно-таки тихий. В первую очередь мы решили установить кухню со всей бытовой техникой, чтобы в квартире можно было жить. А так как в арендной квартире у нас уже подходил конец аренды, и нам нужно было переехать в новую квартиру. И в процессе, уже живя в квартире, ставить двери, устанавливать светильники и доделывать какие-то мелочи. Что касается непосредственно производителя кухни, то уже примерно 15 лет во всех квартирах, где я жил и делал ремонт, устанавливал кухню GEOS Ideal. Это белорусская компания, которая производит кухни с фасадом из натурального массива. Это действительно качественные и красивые фабричные кухни. На момент покупки мы сравнивали цены с гаражниками, то есть фабричная кухня из массива и аналогичная кухня у ИПшника, собранная в каком-то мелком цеху, примерно получалось по цене то же самое. Понятно, что я популярный блогер и мне сделали скидку, но первые свои две кухни я покупал, когда еще не был блогером, и основывался на то качество, которое видел, и оно меня устраивало. Сейчас я вам покажу небольшую эволюцию моих кухонь за 15 лет. Вот наша первая кухня. Мы ее устанавливали в 2011 году в Бресте, когда я жил у тещи. Вернее, теща устанавливала за свои деньги, а я там просто помогал делать ремонт, так как на тот момент работал в типографии. Честно говоря, установщик ее тогда плохо собрали, и потом даже пришлось перекручивать ручки, потому что они были кривые. 15-й год. Это уже наша вторая кухня. Мы ее собирали вместе с женой по вечерам. Однокомнатная собственная квартира, куда мы съехали от тещи. С этого ролика про кухню, кстати, практически началась моя блогерская карьера. Это мой первый популярный ролик. Это третья кухня, 17-й год. Старая двухкомнатная панелька, но зато в столице. Мы переехали в Минск. Собирал сам, фасады, кстати, точно такие же, как в предыдущей квартире. Это четвертая мини-кухня в моем проекте в Хрущевке в Бресте. Ну и сейчас это уже фактически пятая кухня за последние 15 лет. Проект кухни нужно делать еще до электрики, потому что коммуникацию нужно расположить правильно, согласно вашего проекта. Это силовые кабели для подключения бытовой техники, водоснабжение, канализация, труба для вытяжки и розетки на фартуке. Важное преимущество фабричной кухни, что все ящики и короба привозят в собранном виде, и они очень хорошо упакованы в картон. При транспортировке не страдают от слова совсем. Установка кухни начинается с распаковки шкафчиков и прикручивания ножек. Ножки сразу выставляются при помощи рулетки примерно на одном уровне, чтобы потом было легко регулировать на земле. Выпиливается угловой нижний шкафчик под сантехнические коммуникации. А также еще нужно выпилить боковой нижний шкаф под вентиляционную установку. Высокие шкафы под холодильник и бытовую технику были в разобранном виде, их надо было собрать. Потихонечку образуется скелет будущей кухни. Думаю, что у некоторых зрителей возникнет вопрос, почему сам не собирал кухню, если она приезжает в практически уже полуготовом состоянии? Тут есть два ответа. Во-первых, у меня в кухне есть галопрофиль, с которым я никогда не работал, и цена ошибки может быть слишком велика.
А второй момент это то, что у меня реально поджимали сроки, мне нужно было быстрее выселяться из съемной квартиры, заселяться в свою, и поэтому в то время, когда ребята ставили кухню, я работал в другой комнате, доделывал ремонт. Ящики между собой стягиваются мебельными стяжками. Все выставляется по уровню, на высоту с учетом будущей столешницы. Столешница будет из искусственного камня. Она будет установлена чуть позже. Все торцы, отрезанные лобзиком, обрабатываются влагостойким ПВА или силиконом. Зеленая планка – это и есть галопрофиль. Вообще такая кухня, если она приезжает с фабрики в полуготовом состоянии, собирается двумя монтажниками с учетом доставки примерно за один рабочий день. Если бы эту кухню собирал я сам, то, наверное, потратил бы дней 5. Если есть возможность, то фартук из плитки лучше делать после установки кухни и столешницы. Тогда плитку можно очень четко подогнать под мебель. У меня немного другая ситуация. Один единственный навесной шкафчик вешается на плитку, и поэтому фартук пришлось укладывать до установки самой кухни. В таком случае нужно очень четко просчитать высоту фартука, чтобы все в конечном итоге сошлось. Из верхних шкафов будет только один навесной, шириной 120 см, с механизмом Aventus. Вообще, конечно, с установкой кухни квартира сразу преображается. Перед тем, как заказывать кухню, нужно выбрать всю бытовую технику, чтобы кухню сделали под размер вашей будущей бытовой техники. Большая часть моделей стандартная, но некоторые модели, как холодильник Атлант, например, требуют специальных размеров. Бытовая техника у меня получилась разных производителей. Белорусский холодильник Атлант, варочная поверхность и электродуховка Гефест, кстати, хороший производитель и цена демократичная. Встроенная микроволновка Bosch. Купили у знакомого случайно, по очень низкой цене. Посудомоечная машина, стиральная машина и сушильная машина – все фирмы Electrolux. На данный момент я вообще считаю, что Electrolux – это самая оптимальная и удобная техника для дома. Кухню установили. Напишите в комментариях, кстати, как вам дизайн кухни, понравился или нет.
Друзья, перед тем, как показать, как мы установили каменную столешницу, хочу дать свои личные рекомендации для тех людей, которые находятся в процессе выбора мебели на кухню. Первый совет. В кухне самое главное – это фурнитура. Если взять две одинаковые кухни, где стоит хорошая фурнитура с доводчиками, все плавно открывается и закрывается, и точно такая же кухня с плохой фурнитурой, то впечатления о кухне будут совершенно разные. Поэтому учитывайте этот факт. Лучше купить менее дорогие фасады, но поставить хорошую фурнитуру, чем купить дорогие фасады и поставить плохую фурнитуру. Если вы планируете устанавливать встроенный холодильник, что безусловно очень красиво и круто смотрится, то вы должны знать, что встроенный холодильник и морозильник, они маленькие по размеру. Некоторые люди даже устанавливают по 2 таких холодильника, допустим, если у вас большая семья. Этот факт нужно учитывать, либо ставить обычный не встроенный холодильник стандартного размера. Планируйте кухню таким образом, чтобы в нижних шкафчиках, которые стоят на полу, везде были по максимуму выдвижные ящики. Не экономьте на ящиках и не делайте распашные дверцы, потому что крайне неудобно в распашных шкафчиках внизу складировать продукты. А в выдвижном ящике вы пространство можете использовать на 100%. Не всегда получается сделать выдвижные ящики, но если у вас есть выбор распашные или выдвижные, то, конечно же, ставьте выдвижные. Когда вы планируете освещение рабочей поверхности, планируют там спотовые светильники или трекинговые светильники, учитывайте тот факт, что распашные дверцы, да и не только распашные, эти дверцы, которые поднимаются вверх, верхних шкафчиков, могут встречаться со светильниками. То есть светильник может мешать открытию дверцы. Особенно в том случае, если у вас кухня до потолка. И поэтому этот факт нужно учитывать. И если у вас так смонтирован свет, то всегда планировать какую-то дистанционную планку, фальш-планку между потолком и навесным шкафчиком. Еще нужно учитывать особенности расположения вентиляционного канала. В своей кухне я спланировал так, что верхний шкафчик у меня закрывает вент-канал, и сам вент-канал выходит внутрь шкафчика. В таком случае в этом шкафчике я могу расположить какое-то вентиляционное оборудование, поставить электрический обратный клапан или канальный вентилятор. И в шкафчике сбоку будет просто прорезана вентиляционная решетка. Если бы этого шкафчика не было, то вот это все оборудование было бы на виду. Когда вы планируете кухню, то обязательно сделайте дополнительную розетку под мойкой в нижнем шкафчике. То есть у вас там одна розетка, допустим, будет для посудомоечной машины, и сделайте еще одну для измельчителя. Даже если вы сразу его не будете ставить, то в будущем, возможно, захотите поставить. Так у вас сразу будет готовая розетка. Следующий этап – это установка каменной столешницы. Столешницу из искусственного камня я заказывал отдельно. Кухонную мебель установили таким образом, чтобы был зазор между фартуком и каркасом кухни. Столешницу привезли из 2 частей и склеивали уже на месте. Одним куском такую столешницу физически невозможно перевести, потому что там, где вырезан камень под варочную поверхность, слишком тонкие края, и она просто сломается. После того, как положили столешницу на мебель, еще потребовалась корректировка по высоте, чтобы зазор между камнем и плиткой на фартуке был везде одинаковый. Соединение 2 кусков столешницы будет в районе варочной поверхности. Это самое короткое и невидимое место. Места соединения выравниваются при помощи струбцин. Обратите внимание, что на торце есть пропил для заполнения клеем.
Дальше все это склеивается клеем для камня. После того, как клей схватился, сверху замазали белым клеем для камня, чтобы шва не было видно вообще. Тем временем, пока подсыхает клей, разметили отверстия для смесителя и кнопки включения измельчителя. Часто бывает такой косяк, когда устанавливается смеситель и рычаг смесителя упирается в стену. Этот момент четко проверили, чтобы до стены оставалось расстояние. После алмазной коронки просверлили два отверстия. Проверили, как становится смеситель, все нормально. После смесителя можно приклеивать мойку. Мойка приклеивается под столешницу, на клей для камня. После того, как клей застыл, вместо стыка полируется черепашкой. Дополнительно я прихватил каменную столешницу к каркасу кухни клеем. Координаты ребят, которые делали мне столешницу из искусственного камня в Минске, я оставлю в описании к ролику. Дальше я сам установил варочную поверхность. Индукционная варочная поверхность белорусской компании Гефест. Сначала все попытался собрать по инструкции, но потом оказалось, что не могу подлезть к креплению, чтобы закрутить в боковые стенки ящика.
Установил варочную поверхность, сверху нагрузил ее, чтобы зафиксировать, и снизу крепление просто приклеил. На следующий день все снял и подключил к сети. Очень, кстати, важно, чтобы автомат и кабель соответствовали мощности будущей варочной поверхности. Так выглядит столешница после установки всего оборудования. Вот, собственно говоря, кухня и готова. Примерная стоимость кухни. Друзья, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. Продолжение следует. До новых встреч!